После увлечения заброшками туризм в моем понимании приобрел новые краски. Теперь, собираясь в какую-нибудь новую страну, я искала, что же такого заброшенного можно будет там посмотреть. Привет, друзья! С вами Ксения Хаунд и проект Follow the Ghosts. Как вы уже поняли из вступления, одним из мотивов путешествия на Филиппины для нас оказался этот заброшенный Диснейленд, однажды случайно найденный мною в интернете. Почему бы не совместить приятное с полезным? Ведь хотелось ощутить себя и героями из рекламы Баунти и зацепить немножечко филиппинского тлена для души. Но все оказалось не так просто. Изначально мы немножко промахнулись с ожиданиями. Не знаю почему, но Филиппины казались мне чем-то вроде Таиланда, где уже все было адаптировано под туризм. Как бы не так. Прилетев в столицу, мы оказались ходячими кошельками в бесконечных пробках, невыносимой загазованности, непонятно как ходящем общественном транспорте, называли нам мусором морском побережье, что даже песка видно не было, в попытках развода на деньги и в отеле с девушками легкого поведения на ресепшене. Просто куча мусора. Охуенно фоткаться против помойки. Ладно, с райскими пляжами на тот момент было понятно. Может, хоть с заброшкой повезет? Но приключения продолжились. Ни одно такси не хотело везти нас в ту сторону. Брать в аренду авто было бы самоубийством из-за манеры вождения местных водителей. Казалось бы, ехать туда менее 100 километров, делать нечего, но откуда такие трудности? Кое-как разузнали в отеле, что можно доехать на автобусе, и взяли такси до автовокзала. 8 километров за 30 минут, потому что пробки, а идти невозможно из-за жуткой загазованности. Тут, конечно, налицо причинно-следственные связи, но подставлять под удар свои легкие совсем не хотелось. Расписания не было. Как придет автобус, так придет. Пришел. В тесноте да не в обиде. И снова убиваем время в пробках. Выходим в какой-то деревне. Это максимально близкая точка. Дальше автобус едет в другую сторону. Стоят местные с тук-туками. Так здесь называется маленький трехколесный транспорт для туристов. Набрасываются на нас с предложениями отвезти куда угодно. Мы в очередной раз пугаемся такой настойчивости и прячемся в ближайшей кафешке. Благо там спокойно есть кондиционер. И всегда полицейский, приглядывающий за порядком. Мы подходим к нему и просим помочь нам найти ответственного водителя, который таки доставит нас в этот парк аттракционов. Хотя уже сама дорога до него была сплошным аттракционом. Полицейский надевает солнцезащитные очки и просит нас следовать за собой. Мы выходим на заднюю парковку за кафешкой и подходим к одиноко сидящему в своем тук-туке человеку. Они о чем-то там говорят, и потом полицейский озвучивает нам цену за поездку. На тот момент до парка нам оставалось где-то еще 15-20 километров. Мне кажется, что цену можно снизить, и предлагаю свою. Полицейский переводит внимательный взгляд на водителя, и тот в знак согласия кивает. Мы едем. Едем, как говорится, с ветерком, потому что в этот день он не слабо так поднялся и все норовил своими неожиданными порывами перевернуть тележку, в которой мы сидели. Тук-тук имел только пол, крышу, стекло со стороны водителя и одну стену, к которой мы были спиной. С боков же нам доставалось, и держаться на поворотах приходилось за сиденье и друг друга. Дорога была горной, и подниматься и опускаться с одного холма на другой на таком самодельном транспорте в некоторые моменты казалось экстримум. Но мы таки доехали. И остановились перед стареньким заржавевшим пропускным пунктом, откуда к нам вышел полицейский. 1000 песо, окинув нас оценивающим взглядом, сказал он. Что-то мне подсказывало, что он действительно называл цены из головы для каждых новых посетителей. Что ж, мы были оценены в 1000, а без оплаты он нас пускать не собирался. Вот это мы приехали на заброшку. Заплатили, едем дальше. А место становится все оживленнее и оживленнее. Теперь замечаем людей, сидящих в главных башнях у входа в парк, непринужденно болтающих между собой и немного поглядывающих в нашу сторону.
И, наконец-то, мы понимаем, а наш водитель подтверждает, парк действительно был заброшен еще даже на этапе строительства, но местные жители не дали ему пропасть. Вместе с полицейскими, приставленными к объекту, а полицейские в этой стране приставлены к каждому объекту, заброшенному или нет, они объединились, стали ухаживать за территорией и пускать сюда редких посетителей. Здесь нет абсолютно никаких других развлечений, кроме угрюмо стоящего посреди гор сказочного замка с полувыцветшей и облупившейся краской, потихоньку увядающего от времени, но с подстриженными по всей территории газонами. Бизнесмен, затеявший строительство этого грандиозного объекта, не рассчитал своих сил и, не окончив проект, разорился. Так что стоящие здесь аттракционы, ныне обмотанные оранжевой предупреждающей лентой, никогда не катали на себе посетителей, а в самом парке, как бы подраматичнее выразиться, так никогда и не раздавался детский смех. Мы прогуливались по парку и забирались на его стены и домики на деревьях, и нас не покидало ощущение то ли постапокалипсиса, брошенные, не поломанные вандалами здания и карусели, как будто люди исчезли отсюда в один момент, то ли замка Дракулы, затерявшегося среди гор. В основе был сам высокий причудливый замок, за которым располагались аттракционы, а вокруг всей территории вытянулась настоящая стена-крепость темно-серого цвета, поднявшись на которую можно было обозревать горные вершины и находящиеся снизу сады. Вот название парка. И еще один вход или выход. С этого выхода есть дорожка куда-то в лес, не знаю, куда там закрыто. Там у нас был пропускной пункт. Домик на дереве. Пошли. А тут мостик между двумя домиками. Наш шато. Двое полицейских, гуляющих по территории и присматривающих за порядком, вдруг подошли к нам и попросили сделать фото с нами на память. Интересно, чем это мы так отличились, подумали мы, ведь кроме нас здесь гуляло еще человек 5-6 туристов. Ну и чтобы озадачить их, мы также попросили сделать с ними фото на память. Кстати, вот оно. Чуть в отдалении от замка, в долине, расположилась еще одна часть парка. Крытые аттракционы и огромное вытянутое здание, скорее всего гостиница, с пустыми окнами. За ним была американская, или русская для американцев, горка и колесо обозрения, с жутким скрипом, вращаемое свирепствовавшим в этот день ветром. А может и еще что-то, но лучше просмотреть не удалось. Мы двинулись в направлении этой второй части, только навстречу вышел еще один полицейский с автоматом наперевес. «Сюда нельзя», – покачал головой он. «Не очень-то и хотелось», – подумали мы при виде всего этого и поспешили к своему тук-туку, ведь путь обратно предстоял опять долгий. Что сказать, эта заброшка, оказавшаяся не совсем заброшкой, произвела на нас неоднозначное впечатление.
Мы, тогда еще с небольшим опытом хождения по заброшенным местам, представляли, что будем рассматривать заброшенные аттракционы в буйстве тропической растительности, но никак, что столкнемся с выстриженными газонами и ухоженными клумбами. Да еще и платить на входе. Но тем не менее парк, неиспользуемый по своему прямому назначению, действительно приходил в упадок. Волонтеры не отвечали за реставрацию и поддержание его структур. Они лишь по минимуму следили за окружающей его территорией. Поэтому в список заброшенных мест этот объект мы все-таки бы внесли. История парка оказалась довольно банальной и не слишком насыщенной. Но, тем не менее, как и в прочих эпизодах, мы решили вынести ее в отдельный блок. Парк был построен в 2001 году японским бизнесменом, до этого уже принимавшим участие в проектах подобного масштаба. Но случилось следующее. Из-за отсутствия некоторых бумаг продажи акций парка были приостановлены. Парк перестал получать финансирование, и работы в нем остановились. В то же время заболел и сам предприниматель. Занимаясь своим лечением, он отодвинул на второй план все прочие проекты. Через несколько лет парк и его территория переходят к новому владельцу, добавившему сюда несколько новых аттракционов. На этом все и остановилось. Переговоры о том, чтобы возродить парк, идут до сих пор, а пока им занимаются неравнодушные люди, решившие найти хоть какое-то применение этому сказочному замку. Вот такой парк можно посетить, если добраться до Филиппин. Кстати, мы там были аж в 2018 году, так что это довольно старый репортаж. Тогда у парка практически не было посетителей. Недавно же я смотрела другие репортажи оттуда и обратила внимание, что сейчас он стал настоящим туристическим аттракционом, как бы каламбурно это ни звучало. Количество людей, желающих посмотреть на обмотанные заградительной лентой карусели, сейчас выросло в разы. Ну что ж, наверное, оно и к лучшему. Молодцы местные, не дали пропасть такой грандиозной постройке. А на этом у нас сегодня все. Надеюсь, вы заценили анимацию, которая будет появляться и в следующих наших роликах. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Ну и подписывайтесь на канал. Будем путешествовать по заброшенным местам вместе. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч в следующих эпизодах. Пока! Кстати, для тех, кто переживал, удалось ли нам отдохнуть на Филиппинах, мы хотим показать вот эти кадры. Sir, no drone, forbidden, no drone.